Педагог учит женщин обольщать голосом. Урок для женщин от педагога по речи. Сексапильный голос сохранит ваш брак. Азиатки замерли. У них появилась конкуренция? Навыки обольщения голосом. На ютубе в рекомендациях увидел чрезвычайно любопытное видео. Преподаватели по речи и, не побоюсь этого слова, риторики помогают женщинам при помощи голоса сохранять брак. В наши непростые, но интересные времена тема актуальная. Хороший позитивный ролик, который спокойно душой рекомендую к просмотру. Всем привет, меня зовут Черных Юлия, я педагог по речи и по риторике. Ссылку смотрите в моем видео. Но я попробую проанализировать подтекст. Что имела в виду сама автор Юлия Черных? Вопросы к ней. Я расскажу про то, что увидел сам. И при чем тут азиатки? Как азиатки нас обольщают? И начнем мы наш рассказ, конечно же, с азиаток. Многие слышали, что в странах Азии женская речь отличается от мужской. Различие много глубже, чем в примере «он работал» и «она работала». Мы всего лишь обозначиваем пол человека, о котором идет речь. В азиатских языках женская и мужская речь принципиально разные. При общении с мужчиной для женщины обязательно использование специальных оборотов, при помощи которых она показывает свое уважение. Во время простого разговора женщина признает главенство мужчины. Точно так же младший обращается к старшему, сотрудник к начальнику, сын к отцу, жена к мужу. Но если женщина хочет мужчине понравиться, она модифицирует голос особым образом, и мы слышим сладкий выносящий мозг сексапильной интонации. Тон голоса действительно завораживает, как пение сирен. Сопротивляться очарованию сложно, да и не очень хочется. И вот Юля как раз учит наших женщин такому голосу. Как она могла? Юлия Черных и очарование голосом. Урок начинается с вспоминания про рост разводов в коронавирусную эпоху. И наверняка многие из вас знают, что у нас увеличилось количество разводов в связи с коронавирусом. Мы этот вопрос подробно разбирали в статье «Твоя азиатка и ваша самоизоляция». Примечательно, что Юлия советует начинать общение с мужчиной в позитивном ключе. Во-первых, вы должны быть в хорошем приподнятом настроении. Это, в принципе, залог любого успеха. О, женщина начинает о чем-то догадываться. Кто-то осознает, что добрым словом и пистолетом может добиться много большего, чем одним лишь пистолетом. Мысль, конечно, интересная. А что, так тоже можно было? И вот чтобы сохранить отношения с партнером, нам приходит на помощь речь, а именно сексуальный голос. Только я бы еще посоветовал поработать над навыком вовремя помолчать. Ведь это умение совершенно отсутствует у наших женщин. В тему анекдот. Приходит как-то женщина к врачу-психологу, вся измученная, истрепанная, побитая, в синяках, просто жалко смотреть. Психолог: «Господи, да что ж вам такое случилось?» Женщина: «Да понимаете, доктор, у меня с мужем отношения не очень. Ну, он как домой подвыпивший и придет, так и на мне отрывается». Психолог: «Я знаю одно прекрасное средство. Сделайте себе крепкий отвар ромашки, и как только придет муж домой, сразу начинайте потихоньку полоскать себе рот». Женщина: «И что, неужели это поможет?» Психолог: «Поможет, поможет. Вот увидите, чудесное народное средство». Через 2 недели та же женщина, только ее не узнать. Красавица, излучает гармонию, уверенность в себе, в общем, полный успех. Женщина: «Доктор, я вам так благодарен, такой чудесный рецепт и такой простой. В чем же секрет?» Психолог: «Дело в том, сударыня, что заткнуться и помолчать в таких ситуациях помогает всегда». Конечно, пример с алкашом такой себе, но про умение вовремя заткнуться показательно. Ну да я придираюсь. Было бы странно, если преподаватель по риторике обучал молчанию. Новый взгляд на сохранение брака. Женщине: будь нежна и ласковой, сохранишь брак. Так вот тут стоп. Получается, что в росте развалов браков есть и женский вклад. То есть не во всех случаях семья распадается из запустившегося мужа-алкаша. И вот чтобы сохранить отношения с партнером... Ведь если женщина учит разговаривать нежно, ласково, позитивно, а перед этим, если вы хотите сохранить брак, значит целостность брака очень даже зависит от женщин. И ей для этого нужно изменить свое поведение, быть позитивной и ласковой. И ни слова по деградацию мужчин, нет священного мужчины должен, прямо разрыв шаблон какой-то. Мне особенно интересно слышать подобное именно от нашей женщины. Ведь это значит, что есть еще нормальные люди, и не все потеряно. Кто-то помнит, что именно женщина хранительница очага. Еще смешной момент. В качестве примера Юлия ласковым голосом сообщает, что она помыла пол. То есть, например, я сегодня вымыла полы. Ну и про кастрюлю борща надо было сказать. Вот тут, конечно, упущение. Сперва борщ, потом пол, и семья сохранена. Мужчина сразу почувствует поддержку тыла и будет спокойно работать во имя и на благо. Дорогой, вынеси мусор и помой посуду. Получается, что Юлия хотела сделать забавное видео про обольщение голосом и как женщине сохранить брак, но подтекст получился намного серьезнее. Поднимается важный вопрос. Ради сохранения отношений женщинам тоже нужно стараться.
и тогда ваша семейная жизнь наладится. И не всегда мужик крайний. Хотя что там, немало женщин скажет что-то вроде «еще чего, голос ради этого гада менять». А что азиатки? Им уже ждать угрозу. Но вернемся к нашим азиаткам. Будет ли конкуренция их безграничному обольщению? И вот тут с уверенностью скажу свое однозначное нет. Просто позитивное отношение к жизни и манипуляции голосом женщины в Азии оттачивают в течение тысячелетий. Эти лентяйки понимают, что жизнь не так сложна, потому вместо преодоления стараются добавить позитива. У нас же еще только задумываются, а может стоит как-то иначе. А у азиаток 1000 лет практики. Важную роль играет особенность азиатских языков, все они тональные. Это значит, что умение играть голосом женщины в Азии тренируют непрерывно. В этом плане любопытно наблюдать за девушкой в каком-нибудь кафе в странах Азии. Как меняются голоса при появлении мужчины, которому они хотели бы понравиться. И насколько разный голос и манера речи, когда азиатка разговаривает с другой азиаткой или с тобой. Но все-таки хорошо, что у нас хотя бы кто-то знает о подобных вещах. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.